куча совершенно новых самописных боссов, куча уже знакомых вам не самописных боссов, прокачка персонажа по веткам классов, НПСы, квесты, компаньоны, которые будут помогать игроку, целая куча офигенных модов для изучения, и как вишенка на торте в сборке присутствует сюжет и система диалогов, а заодно сверху хорошая оптимизация. Приветствую тебя на обзоре сборки Arcania 1.4. И сразу хочу подметить, что недавно вышло ее обновление, где было добавлено много самописных модов, исправлены баги и так далее. Поэтому где ее скачать, я скажу в конце ролика. А сейчас можем переходить к обзору. Начать я хочу с того, где мы появляемся при создании мира. Остров Небытия, или же, как говорит гигантский рыцарь, стоящий здесь, место переплетения Шурит. После разговора с ним тут в безопасности сразу можно ознакомиться с новой боевкой, заценить интерфейс, чуть-чуть настроить графику, чекнуть гайдбук на английскую У и тут же ознакомиться с управлением, а также зайти в портал, который и отправит нас в мир Аркании. В нем мы появляемся недалеко от начального дома, рядом с которым будет ждать нас первый NPC. Его зовут Габриэль, и этот дом вообще его. Он даст нам первый квест, но сюжет я спойлерить не буду вообще. Лучше узнаете все сами. Просто скажу, что это не хуже, чем в летсплеях Лолошки. Еще хочу подметить, что с самого начала у нас в инвентаре будет лежать два интересных предмета. Кошачья игрушка и параплан. Если с парапланом все понятно, то какая нафиг кошачья игрушка? А нифига, она призывает собственного компаньона кота Сему. Он может пассивно, находясь рядом с вами, давать бафы, таскать ресурсы, находить любую структуру, а также ловить рыбу. Он ее просто убивает, если что, и несет вам. К слову, все эти навыки можно прокачивать в отдельной вкладке, поэтому все удобно, не парьтесь, ничего не надо тут додумывать самому. А еще есть компаньон Летающий Факел, но он станет доступен вам позже, так как покупается за эссенции, выпадающие с боссов у Габриэля. Это пока что единственные компаньоны в сборке, возможно, в будущем их будет больше. А теперь немного о вкладках. Есть 4 разные вкладки, которые мы можем открыть на английские клавиши U, J, N и K. Гайдбук на клавишу U, там просто максимально понятно объясняется то, что стоит вам знать с самого начала. Список всех модовых квестов на G. В нем максимально детально расписаны квесты на все моды, которые есть в сборке. Журнал заданий на N, в котором у вас будут расписаны квесты от NPS-ов. И четвертая, последняя вкладка, вкладка нашей прокачки. Ее можно открыть как через инвентарь, так и на клавишу K. В ней есть 5 веток классов. Лучник, ассасин, саппорт, паладин и воин. Лучник предназначен для дальнего боя, и спойлер, со стрелами у вас проблем не будет, так как это решено способностью почти с самого начала. Ассасин с прокачкой становится очень быстрым, за счет чего лично мне и понравился. Под конец у вас вообще будет как огромная скорость вас самих, так и огромная скорость ударов. А из-за новой боевки, я напоминаю, можно использовать сразу два оружия. Поэтому конкретно для меня ассасин имба. Саппорт нужен для помощи тиммейтам. Тут, думаю, объяснять не нужно, просто хилит, помогает и так далее. А паладин с воином пусть останутся для вас загадкой, узнаете, когда поиграете. Но чтобы подогреть интерес, так уж и быть, кое-что скажу. У паладина есть магия, а у воина огромный дэмэдж в милишке. Плюс вам стоит знать, что все классы здесь имеют зрелищные имбовые навыки, которые здесь прожимаются сочетаниями клавиш, а не просто клавишами. Поэтому, если что, не парьтесь. Запоминать их еще не придется, потому что есть подсказочка, прожимая которую вы можете видеть все навыки, которые вам сейчас доступны. На боссах это точно поможет. И, кстати, о них. Чтобы найти и победить первого босса, надо отыскать большой корабль в океане. Там мы сможем подраться с нашим пиратиком. И хочу напомнить, что всего в сборке есть 8 самописных боссов, 6 сюжетных и 2, можно сказать, свободных, потому что их можно просто встретить во время путешествий. Это пират, о котором я говорил ранее, и жрица смерти. Остальные 6 же являются основными. Один финальный и 5 нужных для того, чтобы к нему попасть, потому что с каждого из 5 падает частичка ключа, соединя которые и можно попасть к финальному боссу. А чтобы попасть к ним 5, нужно выполнять квесты в определенных деревнях, а также для начала их найти. Чтобы попасть к боссу Анубису, нужно найти портал в пустынной деревне. Чтобы попасть к боссу Криесу, нужно найти портал в снежной деревне. И по такой логике можно попасть к остальным 3: к Древо Голему, к Йотуну и к Гего. У каждого даже есть своя музыка.
Еще тут стоит отметить, что, во-первых, к боссам вы по-любому попадете, потому что они есть в сюжете, а во-вторых, в деревнях находятся камни телепортации, поэтому туда-сюда бегать вам точно не придется. Помимо этого, иногда вы сможете найти разный транспорт по типу летающих божьих коровок и даже грифонов. А если вы хотите бегать так, то, напоминаю, у Семы есть для вас баф скорости, а за вами он точно будет поспевать. А еще, помимо самописных боссов, в сборке есть еще и боссы из Dead Cells. Причем это не просто боссы, а почти вся игра. Плюс было добавлено много оружия из Dead Cells и даже консьерж. И хоть там есть еще боссы, такое лучше увидеть самому. А если вы играли в Dead Cells, то вы кайфанете еще больше. Еще я никак не мог не упомянуть новый мод, который добавляет аксессуары, мимиков и отсылки на террарию, которые, к слову, дают разные бафы и имеют просто прикольный функционал. Ну и раз я затронул большую часть сборки, теперь можно перейти к генерации мира. Она здесь это просто вау. Но помимо обычного мира, новая генерация также затронула ад с Эндом. И это очень красиво, особенно с шейдерами, которые, кстати, здесь установлены заранее и даже нормально настроены. А помимо новых биомов, в сборку также добавлено 35 новых структур. Показывать, думаю, все не нужно, но важно знать, что в некоторых вы даже можете кого-то встретить. И если я сейчас продолжу делать обзор, то, скорее всего, я начну спойлерить вам ваш геймплей. Поэтому на этом моменте я и закончу. А поскольку я обещал сказать, где ее можно скачать, заходите в описание и нажимайте на первую ссылку. Готово. От себя скажу, что я еще ни разу не видел настолько крутых проектов. Да, мелкие баги есть, но они быстро исправляются, потому что патчи выходят регулярно. Спасибо за просмотр, если до сюда досмотрел. До встречи в следующих роликах и удачи!